Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Недавно подшивали тюль и остались вот такие куски. Ну что сказать, пока обычные люди, как говорят, чешут репу, рукодельницы уже приступают к делу. Руки чешутся, и хочется что-нибудь порвать в мелкие клочки. Вот сейчас как раз есть возможность показать свои таланты. Будем рвать и метать. Когда мы рвем тюль, края уплотняются, и можно потом работать, не опасаясь, что нитки будут сыпаться. Делаем заготовки размером примерно 10 на 10 сантиметров. Тюль у нас красивого нежно-сиреневого цвета. Для начала подумаем, какие цветы с такой расцветкой мы знаем. Ну, конечно, астры. Красивые, пышные, с желтой серединкой. Приготовим кусок плотной ткани для основы. В центр поместим желтый лоскуток. Конечно, серединка будет закрыта лепестками, ее не будет видно. Но всегда найдутся любопытные пальчики, а здесь для них будет сюрприз. Главный секрет изготовления таких ковриков – надо, чтобы основа лежала ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Поэтому обязательно используем приставной столик. Дальше. Берем лоскуток, складываем его пополам, затем по очереди подгибаем обе стороны. Получается острый клювик с углом 60 градусов. Эти детали укладываем на основу острыми уголками к центру и пришиваем на швейной машинке. Шьем по спирали. Обозначили центр. Переходим на воздушные сиреневые лепестки. Так мы работаем дальше, нашиваем ряд за рядом. При такой технике работы уходит очень много ткани. Это прекрасно, потому что куски не валяются без дела, а украшают интерьер.
Продолжить работу, дополнить образ цветка можно зелеными лоскутками, листьями. Но пришивать их будем немного по-другому. Квадраты сложим по диагонали, присборим и зафиксируем в нужном месте. Когда вся основа заполнена, отрежем выступающие края и обработаем наше панно косой бейкой. Можно пришить петельку. По желанию из этой заготовки можно сделать декоративную подушку. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках. Напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете посмотреть на Дзен. Сейчас осваиваю и Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!